Привет всем! В этом видео я покажу, что делать, если с вот такой штуки перестал идти пар. Я буду делать с двух одну, потому что в одном еще более-менее подошва осталась хорошая, а в другом ее спалили, и она кончилась. Она отшкребается вместе уже с вот этим керамическим покрытием. Поэтому это идет в утиль, но сам корпус здесь лучше. Вот, а здесь я подошву почистил, но корпус такой же подуставший. В общем, я перекину все местами, выберу лучшие детали и соберу вместе. В общем, здесь забивается обычно, особенно в Германии, вот смотрите, какая накипь образуется. Нужно часто делать декальцинацию, там заливать раствор специально, очищать. Но если эти моменты пропускать, то вот этим налетом, накипью, там забивается клапан. И я сейчас покажу, как его разобрать и почистить. В общем, тут в одном, вот этом, скорее всего, клапан забит. Потому что один работает, второй нет. Кнопочку нажимаем, а пар не идет. В общем, сейчас я покажу, что делать. Чтобы добраться до этого клапана, нам нужно открутить дно. Там весь доступ через низ. Вынимаем колбу с водой. Тут воды почти нету, потому что надо будет переворачивать, чтобы не вылилось. Но вода все равно чуть-чуть набежит, потому что здесь внутри бойлер с водой, и вода может побежать. Прикручено оно 1, 2, 3, 4, 5 шурупов, 6 от, не фокусируется, звездочка. Т20. Вот, звездочка Т20. И мы выкручиваем винты. Так, винтики выкрутили. И открываем крышечку. Вот, что у нас здесь внутри находится. Сейчас немного объясню. Вот это бойлер. Он греет воду. Вода поступает с бачка вот этого через помпу. Вот стоит помпа. Потом клапан. Закачивает воду в бойлер. В бойлере нагревается. Вот второй клапан. Он открывается при нажатии кнопочки на утюге. Кнопка. Не помню, вот это, скорее всего. Нажимаем. Открывается вот этот клапан. Горячая вода по трубке. Вот. Через вот этот клапан поступает в утюг по шланге. Тут шланга и провод. И вот этот клапан часто забивается накипью. Он не только пропускной клапан, то есть открывается, он еще и подрывной. Он служит как защита, если что-то пойдет не так в целях безопасности, когда давление превышает в этом бойлере, чтобы не взорвался бойлер. Этот клапан еще выполняет функцию защиты, он стравливает лишнее давление, ну, в случае, если будет какая-то поломка. И мы его разберем. Для этого нам понадобятся круглогубцы. Иногда нужна еще маленькая отверточка, чтобы подковырнуть, как оно называется, скоба вот это. В общем, не помню название, ну ладно. Напишите в комментариях. Вот эту скобку мы вынимаем, она вот так вот вылетает. Второй раз вынимаю, второй раз у меня так вылетает. Вот эта пружина, она... Клапан подрывной, предохранительный, она его прижимает. В общем, при превышении давления пружина сжимается и лишнее давление стравливается. Все просто выняли. И дальше также плоскогубцами, круглогубцами вынимаем сам поршенек. Вот этот он внутри остался, вот он. Вот на нем есть налет. Но это немного, потому что обычно... Там все белое. Вот. И нужно вот там вот внутри промыть. Вот накипи. Еще проблема может быть в направляющем. Вот этот электромагнит, он двигает шток. И он тоже может залипнуть из-за накипи. Вот. Поэтому мы его тоже разберем и почистим. Снимаем сначала катушку. И вот здесь вот она тоже затянута. Возьму его ключом вот так. Наверное, вот этим лучше.
Так, и откручиваем. Туго крутится. Вот этот шток. Также вот это все чистим, продуваем и собираем обратно. Шток, пружинка, болтик. Одеваем катушку. Ставим назад и фишку тоже одеваем. И теперь проверяем, как оно будет работать. Теперь показываю, что получилось. Утюг уже нагрелся. Вот лампочка зеленая горит. Клапан срабатывает. До этого клапан был залитый, все время в открытом положении. Вот. После чистки клапан работает нормально.